Это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря встречается, по данным медицинской статистики, у 35% лиц в возрасте до 45 лет. В общем, на него приходится до 67% всех случаев урологических заболеваний. Как вы уже могли догадаться, поговорим мы сегодня о цистите. Здравствуйте, мои хорошие! Для начала немного анатомии. Мочевой пузырь представляет собой непарный полый орган, выполняющий роль резервуара для хранения мочи. Стенки мочевого пузыря образованы особым типом мышц. Изнутри полость органа выстлана слизистой оболочкой. Моча, вырабатываемая почками, спускается в мочевой пузырь по мочеточникам. Выведение мочи из мочевого пузыря осуществляется по мочеиспускательному каналу. Чаще всего воспаление при цистите затрагивает лишь слизистую оболочку, но в отдельных случаях в воспалительный процесс может вовлекаться и мышечная ткань стенок мочевого пузыря. Возбудителем цистита в подавляющем числе случаев выступает Escherichia coli или кишечная палочка, на долю которой приходится от 80 до 95% случаев острого неосложненного цистита. Эта бактерия в норме встречается в прямой кишке, однако при попадании в мочеиспускательный канал она способна привести к воспалению. Также возбудителем цистита могут быть и другие бактерии – энтерококки, энтеробактерии, стафилококки и так далее. Еще одну группу возбудителей образуют инфекции, передающиеся половым путем – хламидии, трихомонады, микоплазма, уреоплазма, грибы рода кандида, возбудитель молочницы, герпес. Хоть круг возбудителей, способных вызвать воспаление мочевого пузыря, довольно обширен, основная причина его возникновения кроется в ослаблении защитных функций организма, вызванных влиянием неблагоприятных внешних и внутренних факторов. Это хронические инфекции в других системах, кариес зубов, кишечные заболевания, различные формы ОРВИ, многие гинекологические заболевания и заболевания, передающиеся половым путем. Физическое, нервное, психическое переутомление, стрессы, а также хроническое недосыпание, авитаминозы и гиповитаминозы, переохлаждение, воздействие резких перепадов температур. А для женщин иногда достаточно посидеть на холодной поверхности, чтобы запустить воспалительный процесс в органах малого таза, включая мочевой пузырь. Высокая сексуальная активность в отсутствии постоянного партнера. Особенно опасны нетрадиционные сексуальные практики и незащищенный секс. Застойные явления в органах малого таза, вызванные сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Частые запоры, а также банальная привычка терпеть до последнего. Плохая или неправильная гигиена тела. Ношение синтетического белья, особенно узкого, сдавливающего органы малого таза. Травмы и оперативные вмешательства на органах малого таза. Излишняя любовь к острой и жирной пище. Отдельно в качестве причины заболевания следует упомянуть эндокринные нарушения, сахарный диабет, прием гормональных препаратов и общие колебания гормонального фона у женщин, когда обострение циститов сопровождают периоды менструации, беременности или менопаузы. Также циститы могут развиваться вследствие небиологического поражения слизистых оболочек мочевого пузыря. Различают несколько видов подобного патологического воздействия: лучевое, аллергическое или аутоиммунное, травматическое, паразитарное, термическое и химико-токсическое. Однако, как уже было сказано выше, в большинстве случаев провоцирует развитие циститов инфекция, которая может проникать в мочевой пузырь несколькими путями. Восходящим по мочеиспускательному каналу. В этом случае цистит развивается как осложнение уретрита. Нисходящим из почки по мочеточнику при наличии воспалительного процесса в почке. Лимфогенным с током лимфы из органов малого таза. У женщин, например, при воспалении придатков. Гематогенным с током крови и прямым путем при прорыве гнойников из окружающих мочевой пузырь тканей внутрь пузыря. По большому счету, цистит является женским заболеванием, так как им болеют в основном женщины. Это объясняется строением женского организма.
Мочеиспускательный канал у женщин короткий и широкий. Он располагается относительно близко к анальному отверстию. Если у мужчин его длина может достигать 15 см, то у женщин она не превышает 3 см, что обуславливает более быстрое проникновение инфекции в мочевой пузырь. Кишечной палочке легче попасть в него, чем в мочеиспускательный канал у мужчин, и проще подняться по нему в мочевой пузырь. Также инфекция в мочеиспускательный канал может попасть во время полового акта. В этом случае признаки цистита обычно проявляются в течение последующих 12 часов. Цистит у мужчин встречается редко и, как правило, выступает осложнением хронического простатита, не требующим отдельного лечения. При снятии воспаления предстательной железы уходят и признаки цистита. Когда стоит заподозрить развитие цистита? Взрослый здоровый человек в норме мочится 5-6 раз в сутки. Основным симптомом цистита является учащенное мочеиспускание, сопровождающееся резями, тянущими болями, ощущением дискомфорта в лонной области и внизу живота, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря. Позывы к мочеиспусканию становятся частыми, однако порции выделенной мочи уменьшаются вплоть до капель. А в некоторых случаях отмечается недержание мочи. Сама моча имеет мутный цвет, возможны примеси крови и гноя. Она приобретает неприятный запах. В редких случаях острой формы цистита возможны озноб, тошнота, рвота, повышение температуры тела и общая слабость. Важно! Для данного заболевания не характерна температура выше 37,5 градусов. Если наблюдается превышение этого показателя, необходимо обследовать всю мочевыделительную систему. Возможно, воспалительный процесс достиг почек. У женщин патология чаще протекает в острой форме и сопровождается классическим набором симптомов, о котором мы сказали выше. Для мужчин характерно хроническое течение заболевания со смазанной симптоматикой. Поскольку общая картина цистита может наблюдаться и при других заболеваниях, окончательный диагноз должен ставить только врач под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики. Лабораторные исследования, назначаемые при подозрении на цистит: общий анализ мочи по Нечипоренко, исследование осадка мочи для получения более точных результатов, бактериальный посев для выявления инфекционного возбудителя, биопсия тканей с последующим гисто- и цитологическим исследованием, ПЦР-диагностика, которая максимально эффективна при выявлении половых инфекций. А в некоторых случаях может понадобиться анализ крови на биохимию. Для женщин важным является проведение гинекологического осмотра на наличие женских воспалений, которые часто становятся причиной или следствием цистита. Из инструментальных методов, которые могут помочь установить правильный диагноз, отдельно следует выделить УЗИ, эндоскопию и рентгенологическое обследование с использованием рентгеноконтрастного вещества. Как правильно сдавать анализ мочи? Промойте кончик полового члена или влагалище теплой водой. Женщинам следует подмываться сначала спереди, а потом сзади. Небольшое количество мочи слейте в туалет. Прервитесь. Затем небольшим количеством мочи наполните баночку для анализа. Около 4 чайных ложек. Прервитесь вновь. А потом слейте остальное в туалет. Вы должны собрать среднюю порцию мочи. Важно! Не прикасайтесь руками к баночке для анализа изнутри. Лечение цистита должно осуществляться только врачом. Самолечение не может гарантировать нужного результата. Как правило, снимается только острое состояние, болезнь переходит в хроническую форму, и при любой провокации, незначительное переохлаждение, стресс или инфекционное заболевание, симптомы цистита возвращаются снова. Непролеченный цистит грозит серьезным осложнением, воспалением тканей почек, пиелонефритом. Тем не менее, вы можете ускорить процесс выздоровления, выполняя следующие нехитрые правила. Обильное питье. Пейте не менее 10-14 стаканов жидкости в день, 2,5-3 литра. Минимальный объем чистой воды должен составлять порядка 2 литров. Пейте поменьше чая, полностью исключите кофе и спиртные напитки. Все эти жидкости вызывают раздражение мочевого пузыря. Сократите потребление мяса, рыбы, птицы, особенно жирных сортов.
На время лечения ограничьте себя в пище, содержащей высокий уровень кальция – молоко, сыр и йогурт. Исключите из рациона маринады, острые пряности, соленья, сладости, копченые и жареные продукты. Соль из рациона следует устранить по максимуму. Увеличьте потребление свежих овощей и фруктов. Большее предпочтение следует отдать арбузу, тыкве. Для предотвращения запоров в рационе следует увеличить содержание отрубей, каш, растительных масел. Каждые 3 часа выпивайте стакан воды, в котором растворена ложка соды. Это понижает кислотность мочи и избавляет от жжения. Основное медикаментозное лечение цистита состоит из применения антибиотиков, мочегонных средств, спазмолитиков и витаминных препаратов. Также при цистите активно применяют травы, преимущественно противовоспалительные и мочегонные. Толокнянку, брусничник, почечный чай, зверобой, спорыш, ромашку, петрушку. Профилактикой цистита является соблюдение правил личной гигиены, регулярное опорожнение мочевого пузыря, адекватное лечение и контроль хронических заболеваний. Следует избегать переохлаждения, стресса и ситуаций, ведущих к снижению общей сопротивляемости организма инфекциям. Своевременно лечите половые инфекции, а также другие очаги воспалительных процессов, в том числе кариес. Откажитесь от синтетических материалов, особенно в составе нижнего белья. Избегайте узкой, стягивающей тазовую область одежды. При наличии сидячей работы делайте регулярные 10-15-минутные перерывы с разминкой. Тщательно соблюдайте правила личной гигиены, особенно это касается женщин. При подмывании и подтирании после дефекации все движения должны быть направлены в направлении спереди назад. Нижнее белье следует менять ежедневно. В период месячных необходимо как можно чаще менять прокладки и тампоны. Если цистит повторяется, вам стоит заменить прием ванны на душ. Обычный душ или биде намного упрощают подмывание. Старайтесь мочиться вовремя, по первому зову природы. Не терпите, это провоцирует застой мочи и растягивает стенки мочевого пузыря. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где ежедневно выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!